Несколько дней назад в Нижнем Тагиле, Свердловской области, арестовали по делу о шпионаже семейную пару сотрудников Уралвагонзавода. Это одно из основных предприятий по производству, модернизации и обслуживанию танков, предназначенных для войны в Украине. Неделей ранее в Екатеринбурге, который находится в 140 километрах от Нижнего Тагила, ФСБ задержала журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Против него выдвинули обвинение в шпионаже. Вчера гособвинение запросило 25 лет лишения свободы для журналиста и политика Владимира Карамурзы. Ему вменяют фейки об армии, деятельность нежелательной организации и государственную измену. Очень кучно пошли дела о госизмене в целом в отношении российских граждан и о шпионаже в отношении тех иностранцев, которые до сих пор рискуют работать в России. ФСБ явно хочет продемонстрировать свою состоятельность и дееспособность. Дело Владимира Карамурзы, очевидно, политическое. Захват Гершковича еще можно было бы посчитать простым пополнением обменного фонда. Российские власти будут вызволять своих реальных агентов, похищая журналистов и просто любых американцев, которые подвернутся под руку. Но два случайных работника Уралвагонзавода, не занимавших руководящих должностей, явно не имевших допуска к гостайне, в схему совсем не укладываются. Их менять точно никто не будет. Это для отчетности. Такая отчетность особенно нужна российским спецслужбам сегодня, и ее составление станет важной приметой того времени, что будет длиться война. Месяцы не проходит, чтобы российские спецслужбы не выставили себя клоунами. Убийство Дарьи Дугиной с беспрепятственным провозом взрывчатого устройства в окрестности Москвы, взрыв Крымского моста, когда уже 20 тонн взрывчатки спокойно пересекли границу и прокатились по всей стране, безнаказанное пересечение бойцами русского добровольческого корпуса границы в Брянской области с последующей фотосессией, по подтвержденным данным, причем уже дважды, взрыв в Пригожинском кафе в центре Питера. И тут еще за скобками остается тот простой факт, что сама по себе война – это полный провал именно что спецслужб. Российская разведка не знала страну, с которой предполагалось воевать. Сотрудники ФСБ на полном серьезе делили квартиры в центре Киева накануне вторжения. Эта общеизвестная деталь, кстати, показывает, что никто сознательно не вводил Путина в заблуждение. Нет, чекисты искренне верили в успех и переписывали в красные папочки собственные фантазии. Провалилась и контрразведка. Все как-то просто и легко приняли как данность, что американцы знали совершенно все о планах российского вторжения. Знали еще до того, как пришли в движение первые железнодорожные эшелоны. Знали даты, знали направления. Западные разведслужбы не просто предупреждали о готовящемся вторжении. Оно случилось ровно так, как они предсказывали. Да, в чем провалились заокеанские аналитики, так это в оценке российской военной мощи. Потому и ждали падения Киева за 96 часов. Но тут уж их не в чем винить. Никто не мог поверить, что российские вооруженные силы, а особенно высшее военное командование, это сборище таких никчемышей, как на самом деле оказалось. Спустя 13 месяцев войны более или менее все понимают, что из себя представляют российские спецслужбы. Самый любимый и самый раскормленный Путиным проект. Ведомства, у которых бюджеты и полномочия росли все 23 года путинской власти, не справляются ни с одной своей базовой функцией. Ни с разведкой, ни с контрразведкой, ни с предотвращением диверсий и терактов. Возможно, когда-то там и было профессиональное зерно, но дележ коммерческих активов, рэкет в отношении бизнесменов, охота на политическую оппозицию, внутренние войны, бесконечное вранье и очковтирательство выхолостили этих ребят напрочь. Теперь их опасная служба не видна совсем, а не только на первый взгляд. Но спецслужбы в России – это не абы что. Это не просто государственный институт, не какие-то силовики в ряду многих других. Спецслужбы – это опора режима, это его содержание. Это люди, которым дарована абсолютная свобода и безнаказанность в обмен на абсолютную же лояльность. Не существует варианта, при котором этих людей ждет наказание за провал. Их можно наказать только за неверность. И они это хорошо понимают. Доказать свою состоятельность российские спецслужбы, очевидно, не способны. Россия находится в состоянии фронтальной войны. Впервые в новейшей истории у нее есть реальный и как минимум сопоставимый противник. А это значит, что диверсионные атаки на российскую территорию продолжатся. И люди в погонах, привыкшие шить дела на основе комментариев ВКонтакте, ничего не смогут с этим сделать.
Все, что они пока еще могут, доказывать свою верность и преданность, демонстрировать, если не компетентность, то хотя бы служебное рвение. Именно поэтому нам, к большому сожалению, придется привыкнуть к словам «шпионаж» и «госизмена». Мотивированные на поиск внутренних врагов чекисты будут их искать и успешно находить. Любая война ведет к резкому росту шпиономании в тылу, это неизбежно. Если в государстве политическая власть находится в руках спецслужб, то шпиономания становится для режима смыслом жизни. Мы же говорим о режиме, где спецслужбы регулярно лажают, и хуже того, делают это публично. Тут можете не сомневаться, поиск шпионов и изменников будет настолько же тотальным, насколько неизбирательным. Мы все, наверное, понимаем цену государственных тайн на российских оборонных предприятиях. Тайны эти, как правило, из разряда «все знают, что на оборонных мощностях ушлые менеджеры развернули производство пластиковых окон и иных товаров народного потребления». Ежу понятно, что сотрудники Уралвагонзавода не владеют никакими сведениями, представляющими интерес для западных разведок. УВЗ производит и модернизирует танки советского образца, про которые всем и так все давно известно. Эти танки находятся на вооружении стран бывшего соцблока, а ныне членов НАТО. Новейшие их образцы, вроде Т-90М, попадают в руки украинской армии в виде трофеев. Работа российских оборонных предприятий может быть предметом интереса журналистов, для которых важно объективно оценивать силы сторон, их промышленные возможности. Просто потому, что без этого невозможен ни анализ ситуации, ни адекватная ее оценка. Но вопрос, зачем эти данные спецслужбам, чьи источники сидят рядом с Путиным и знают о каждом его плане задолго до того, как тот будет реализован, и даже вообще кому-то из руководства страны рассказан? Ведь в чем главное отличие политических репрессий от шпиономании? Репрессии за политическую позицию предполагают все-таки некоторое действие конкретного человека. Это может быть митинг, пикет, пост, лайк, принадлежность не к той организации, публичное высказывание позиции. Политические репрессии имеют своей целью запугивание. Одного посадим, тысячи заткнутся. Шпиономания же вовсе не предполагает никакого действия от будущей жертвы. Это во-первых. Во-вторых, она обращена не на публику, а на начальство. Поиск шпионов не выполняет политических функций. Он нужен для внутриэлитной борьбы. При этом спецслужбы не показывают обществу силу режима. Это они режиму доказывают свою состоятельность. Как следствие, не существует хорошего способа обезопасить себя от преследования. Россия – это страна, где почти в каждом населенном пункте крупнее села есть воинская часть. Страна, где 38 закрытых городов, въезд и проживание в которых ограничен законодательно. Сотни тысяч россиян работают на оборонных предприятиях и миллионы в компаниях, которые так или иначе вовлечены в гособоронзаказ. Если к этому множеству добавить родных и близких, друзей и шапошных знакомых, то число граждан, пригодных для привлечения по статье о госизмене, становится плюс-минус бесконечным. Причем большинство причастных даже не подозревают об угрозе. Но если бы только это. На фоне обильных законодательных новаций о циклопических совершенно сроках за слова в интернете как-то потерялись принятые параллельно законы, бесконечно расширяющие понятие государственной измены. Нынешняя формулировка статьи 275 Уголовного кодекса вообще не предъявляет к обвиняемому никаких требований. Теперь он не обязан знать хоть какую-то государственную тайну, чтобы этому самому государству изменить. Теперь достаточно оказать финансовую, материально-техническую, консультативную или иную помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Что такое иная помощь? Что такое деятельность, направленная против безопасности РФ? Никто не знает. А потому госизменой может быть объявлено любое взаимодействие с любой иностранной структурой, а вообще-то с любым иностранцем. Причем в отличие от преследования за публичную антивоенную позицию, обвинения в шпионаже и государственной измене – эксклюзивная поляна ФСБ. Дела такие максимально непубличны. Суды идут в закрытом режиме, привлечение к ним общественного внимания максимально затруднено. Если вы регулярно общаетесь с иностранцами и иностранными организациями в силу профессии, например, вы ученый, помните, вы в группе риска. Чем хуже ФСБ будет справляться с обеспечением реальной безопасности, тем активнее чекисты будут выявлять и пресекать фантазийные угрозы. Ловить диверсантов сложно и опасно, а наклепать дело на ученого, опубликовавшего статью в иностранном издании, можно не выходя из кабинета. Зачем это все самому режиму? Зачем зачищать публичное поле, понятно. Еще как понятно.
Невозможно рисовать иллюзию всенародной поддержки войны без тяжелейших статей за любое с ней несогласие. Любая конкуренция мнений в публичном поле похоронит фантом народного консенсуса прямо на месте, особенно на фоне происходящего позора и поражений. Но зачем кошмарить рандомных людей, заодно наращивая уровень тревожности в военной промышленности и смежных отраслях, которые и так работают на пределе своих возможностей, да еще и испытывают жесточайший дефицит кадров? Ответ заключается в том, что нет тут никакой политической логики. Режиму это и вправду не нужно. Просто чем дольше идет война, тем больше растет внутренняя паранойя, и тем больше не спецслужбы будут зависеть от режима, а режим, в нашем случае лично Путин, будет зависеть от спецслужб. Чем дальше, тем меньше останется оснований для путинской власти, кроме чистого насилия. Чем дальше, тем больше у изолированного в бункере параноика будет нарастать ощущение, что враги вокруг абсолютно все, что вся российская элита, призванная обеспечить его власть, спит и видит, как бы завернуть своему шефу ласты и отправить бандеролью в Гаагу в обмен на снятие санкций и возвращение к нормальной жизни. Мы все помним сочную прослушку Ахмедова с Пригожиным. Мы читали заупокойный тост Пескова на новогодней вечеринке. Сколько такого контента не попадает на публику, но ложится на стол Путину, известно только ему самому. Но явно больше, чем ему хотелось бы. Чем дальше, тем больше именно спецслужбы будут представляться единственно верным союзником, единственными людьми, на плечах которых трон еще как-то держится. Единственными людьми, которые не предадут, в отличие от тех, кто 20 лет обогащался благодаря знакомству с Путиным и имеет свои интересы. Чем сильнее Путин будет зависеть от спецслужб, тем меньше будет его реальная над ними власть, и тем больше будет власти у спецслужб над Путиным. Это самораскручивающаяся спираль. Если ты боишься заговора и измены, тебе можно продать любую нелепицу под видом заговора или измены. Тебе продают нелепицу, ты боишься еще сильнее, тебе за каждым углом мерещится злодей с табакеркой. И куда ведет этот путь? Понятно куда. В измене будет заподозрен каждый. На данный момент негласная неприкосновенность элит еще пока действует. Шпионы и изменники пока только материал для пополнения статистики. Какие-то совершенно невинные люди. Но эскалация паранойи всегда следует в единой логике. И зачистка политической элиты от потенциально неблагонадежных и приравненных к таковым – это только вопрос времени. Поиск врагов – базовая функция спецслужб. Если спецслужбы единственные твои друзья, то врагами будут все остальные. До завтра.